Ну-с, чем я могу быть вам полезен? Всем привет, народ! Значит, сегодня, как и обещал, будет обзор третьего инструмента от бренда DRIVAC. А именно, здесь находится шуруповерт, модель его ED002. На самом кейсе останавливаться не буду, хотя приходит, видите, в таких вот классных кейсах. Кейс довольно прочный. Кому интересно, смотрите предыдущие обзоры. Вскрываем, смотрим. И сразу видим, что у нас есть, опять же, вспененный полиэтилен, то есть все переложено при транспортировке, ничего не побьется. Имеется вот такая макулатурка, инструкция на русском языке, но здесь только какие-то предупреждайки, ну и расписание индикатора аккумулятора. Все, на этом все. Рукоятка довольно классная, довольно мощная, с такими вот широкими полукруглыми зацепами. Зарядная станция, зарядочка, то есть опять без наклейки. И опять мы с вами не знаем, какой же ток она выдает. Ну, надеюсь, хотя бы ампера полтора она должна тянуть. А если она выдает и больше, то это просто классно. В комплекте имеется два аккумулятора. Вот этот аккумулятор я не трогал, не заряжал. Этот аккумулятор я дозарядил до конца. Хотя и этот аккумулятор, видите, показывает полный заряд. Поэтому, друзья, покупая какой-либо инструмент, шуруповерт, гайковерт, а именно гайковерт, допустим, сразу не бегите там проверять болты с гайками на своих колесах. И если он что-то там не смог взять, то вы пишете, что инструмент G-O. Поэтому получаем, полностью заряжаем аккумуляторы, тогда только идем тестируем. И тогда делаем какие-то выводы. Хотя, я насколько знаю, сколько я посмотрел отзывов на тех же маркетплейсах, люди совершенно не умеют, ну не все, конечно, их меньшинство, но совершенно не умеют пользоваться, ну, допустим, тем же гайковертом. Вот он берет этот гайковерт, чик, аккумулятор поставил, джик, джик, эту гайку или болт-джик, и говорит, все, говно не открутил, короче. Я ржу просто, друзья, не могу. По комплекту у нас есть еще второй аккумулятор. Этот аккумулятор заряжен до полной. Друзья, разбирать аккумуляторы в этом видео я не буду, просто не вижу никакого смысла, так как в двух предыдущих видео я все это дело разобрал. Мы с вами увидели, что все там идентично. Поэтому и здесь будет точно так же. Кому интересно, переходите на прошлые обзоры и смотрите начинку аккумулятора. Ну и, собственно говоря, вот виновник торжества. DRIVAC ED002. Вот такой вот шуруповерт, малыш. Значит, что касаемо сборки. По сборке вообще никаких претензий нет. Абсолютно от слова совсем. Сборка просто идеальная. Вот эта вся прорезиненная часть. Шов виден. Хотя даже на камеру, наверное, вами не виден. Глазом шов виден. Никаких зацепов, там никаких этих облоев. Ничего нету. Здесь точно такая же история. Здесь тоже все гладенько. Просто замечательная сборка. Это замечательно. Клянусь Богом. По управлению. Значит, имеется три функции: сверление, шуруповерт и сверление с ударом, при котором уже у нас патрончик начинает весь ходить. Вот. В режиме шуруповерта работает, конечно же, кольцо усилий. Вот видите, последнее значение 20 и первое, конечно же, единичка. Очень все четко позиционируется, просто классно, отлично, замечательно. Никаких претензий нет, ровно так же, как и вот это вот колечко тоже. Видите, удобные хваты такие. Беремся пальцами и очень удобно переключается. То есть проблем никаких абсолютно нет. На 20-м усилии в режиме шуруповерта я подпалил себе руку. То есть его невозможно практически остановить рукой. Ну, голой рукой. В перчатке, наверное, возможно. Но я не пробовал пока что. Имеется также две скорости. Первая и вторая. Ну, здесь у нас есть панель управления, на которой мы выбираем один очень важный для вас режим. То есть в этом шуруповерте, друзья, у нас есть гироскопический датчик. Ну, по-вашему, кто любит называть английскими этими всякими словечками, кикбэк. Вот. И обратите внимание, давайте подключим аккумулятор, где у нас уже установлена подсветка. То есть подсветочка светит ровно в рабочую зону. Когда у нас были здесь светодиоды установлены, то, конечно же, сам патрон давал тень на рабочую зону. Но опять же, хоть как-то, но было все-таки видно, надо отдать должное, да? Итак, шуруповерт у нас запускается. Вот с нуля установили аккумулятор, он памяти не имеет. Без режима кикбэк. Чтобы включить режим кикбэк, нам надо
включить и нажать кнопочку. Вот это вот окошко показывает, что мы его включили. Ну и давайте попробуем. Нажимаю, видите, и останавливает. И останавливает. То есть работает, в принципе, отлично. Давайте читать, что у нас здесь на наклеечке. Ну, опять же, Dryvak ED002. Максимальное усилие 150 ньютон на метр. Друзья, ну, меня терзают смутное сомнение, что здесь 150 ньютон на метр будет. Проверить, опять же, я не могу. Люди некоторые в комментариях там мне накидывали варианты по проверке. Ну, как бы я за кадром все это дело пытался, ну, нифига не получается, если честно. Может, кто-то знает там супер-пупер метод, тогда да. Ну, поэтому как-то так. Итак, скорость без нагрузки от 0 до 4200. Тут тоже, мне кажется, друзья, перебор. Это не стационарный сверлильный станок, где такая скорость может быть. Это просто шуруповерт. И хорошо, если здесь будет хотя бы 2000 оборотов, хотя тоже такое редко встречается. Дальше. Частота ударов в минуту от 0 до 1900. Но опять же, проверить тоже мы не сможем. Ну и максимальный диаметр сверла, вернее размерность сверла, это от 0 до 13 мм. Давайте смотреть. Вот у нас патрон сейчас в сжатом состоянии. Мы видим, что здесь от миллиметра до 1,5 мы только сможем зажать сверло. 0,5 точно не сможем. Поэтому от 0 здесь как бы тоже неправда. Так, ну и многие просят показать, там, посмотри на биение. Давайте посмотрим, а потом я расскажу, что я об этом думаю. Поехали. Как мы видим, биение там, не знаю, в 0,1, наверное, давайте по максам накинем, да, есть, присутствует. Друзья, но, такое огромное но, это шуруповерт, что вы от него хотите. Это не стационарный сверлильный станок, где надо нам, да, супер там какая-то точность. Это просто шуруповерт. Ну хорошо, будет точность здесь в нулях, да, биения не будет. Ну мы сверлим с вами руками. И вот у нас вот при сверлении все того дела так болтается. Ну что это? Это биение. Поэтому не надо. Вот эта характеристика, которая ждут от инструмента, от ручного инструмента, допустим, как в нашем случае шуруповерта, это ну просто лишь бы что. Понятно, что биение, допустим, уже там в миллиметр, это уже никуда не годится, это не инструмент. Ну вот пару десяток, соток. Это ручной инструмент шуруповерт. Не знаю, соглашайтесь, не соглашайтесь, но мое мнение такое. Согласен. Все, давайте взвесим все это дело. Итак, с аккумулятором. Аккумулятор 4 ампер-часа. Погнали. 1813 грамм. Не такой он уж и большой. В сравнении, допустим, с Heimerdinger LB180, давайте вот сложим, приложим. И вот смотрите, насколько меньше, ну, размер данного шуруповерта. По высоте тоже. Так, давайте аккумулятор снимем, потому как тот инструмент без аккумулятора. Так, вот смотрим высоту. Вот так я делаю и наклоняю. Вот вам и высота. То есть совершенно маленький шуруповертик, можно сказать. Конечно, не супер компакт, но вот на всю мою ладошку. И легкий в сравнении вот с этим вот. Так, теперь взвесим аккумуляторы отдельно, друзья. 590 грамм. И этот аккумулятор 590 грамм. Как всегда, братья-близнецы. Без аккумулятора я не могу взвесить. Вы уже сами отнимите разницу, так как просто не могу никак его положить. Вот он и так на пол, и так он, видите, падает, валяется. Поэтому без аккумулятора взвесить не представляется возможным. Ну а теперь что мы с вами будем делать? Будем тестировать, конечно же, и смотреть вот заявленные характеристики, а именно обороты. Значит, что мы имеем? Имеем первую скорость, и на каждой скорости минимальные обороты посмотрим визуально. Вот такие минимальные обороты, мы их, конечно же, с вами сейчас измерим. Это максимум первой скорости. Посмотрим минимум и максимум второй скорости.
Вот такое большое количество имеем ступенек. Ну, а теперь занимаемся измерением оборотов. Посмотрим на 4500 оборотов. Будем использовать мою всем известную головку с таким удлинителем. Так, ну и что? Начинаем мерить самые маленькие обороты. Наверное, давайте вот так вот сделаем. Поставлю я его, и будет и вам, и мне хорошо видно. Включаем тахометр и ловлю самые малые обороты. Вот, 112, 115, давайте считать оборотов. Давайте еще одно измерение. Вот, 113 оборотов. Хотя, друзья, такие малые обороты вот так вот мерять как бы считается неверным. Надо добавить хотя бы несколько меток, хотя бы 3, ну 4, ну хотя бы 2. И полученное число тогда уже поделить на количество меток. Тогда получим хорошие обороты. Ну а так у нас примерно, мы знаем, порядка 100 оборотов. Итак, максимальная скорость на первой скорости. «480 оборотов». Еще разок. То же самое, 480 оборотов. Итак, переключаем на вторую скорость и смотрим минимальные обороты второй скорости. Так, что-то я сделал не то, вот так. Так, ловим первую скорость. Ну, будем считать 310 оборотов. Еще разок. То же самое. Ну и что ж, максимальная скорость у нас по заявлению 4500. Или сколько там, 4200, по-моему, да? Да, 4200. Конечно же, этой скорости мы не получим в данном шуруповерте. Ровно так же, как ни в одном другом. Кстати, сколько у нас здесь заявлено? В Хеймердингере я, кстати, не помню. 2000 оборотов вот заявлено у Хеймера. Хотя бы эти 2000 были и здесь. Это было бы супер. Потому как в шуруповерте больше-то и не нужно. Поехали. О, смотри, как я угадал. 2020 оборотов. Супер. То же самое. 2020 оборотов. Как я и думал. Именно это я и полагал. Поэтому ни о каких 4200 речи быть не может. Друзья, ну что, разбираю данный агрегат. Хотя, уже честно говоря, не хочется их и разбирать, так как везде все буквально одинаково. Пишите в комментариях, разбирать, не разбирать. Короче, кто победит, так оно и будет. Если люди напишут не разбирать больше, не буду больше разбирать. Буду разбирать только те инструменты, которые там, допустим, будут уже в интересном каком-то корпусе, и там непонятно, что внутри. А если напишут побольше людей разбирать, ну тогда продолжим разбирать. Ну что ж, все раскрутил, все разобрал. Давайте вскрывать. Так, первым делом мы, конечно же, вскроем вот эту крышку, опору подшипника. Вот так это все дело выглядит. Она, кстати, тоже прорезинена. Вытянем с вами ротор. Вот так это все дело выглядит. Смазка там, как мы видим, присутствует. Ну и давайте по старинке опять 26. Вот поэтому я и говорю, наверное, что уже нет смысла разбирать. Так, нули у нас есть. Смотрим. Да, видите, опять 26 миллиметров у нас диаметр вот этого вала. Подшипник, как всегда, 16 миллиметров. Вот уже можно, видите, рассказывать по памяти все о этом. Здесь 20 миллиметров с копеечкой. Подшипник тоже 16 в диаметре имеется в виду. 44,7 у нас крыльчаточка. Ну, общий размер по валу 55-76. Ну что, вскрываем дальше.
Поэтому я и говорю, что эти инструменты уже, наверное, нет смысла просто разбирать, так как все внутри будет идентичное. Единственное, что может быть в статоре, померить диаметр провода. Так, вот так он не вытягивается без разбора корпуса. А корпус разобрать тоже что-то я тут опять же не могу. Опа, пошла малышка. Але нови ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Видите, разбираю еще при вас, чтобы не говорили, что я уже до этого разбирал. Если бы я разбирал, то я бы знал, как это делать, и показывал бы это все дело быстрее. Ну вот такой вот пластик. Очень много, видите, ребер жесткости. Для такого малыша, в принципе, больше и не нужно. То есть все замечательно. Все как везде и как всегда. Ничего другого нету. Так, клавишу вынимем, когда вынимем. Вот, это клавиша, переключатель скоростей, первая, вторая. Просто крючком, просто вот за эту проволочку, кому вдруг не ясно. Вот смазкой забито все полностью, все тоже. Давайте попробую посветить фонариком. Так плохо видно. Вот так, наверное, будет лучше видно. 4 сателлита. Дальше, по традиции, разбирать я не хочу этот редуктор. Вы все знаете, что там внутри, как устроено, поэтому смысла удлинять видео я не вижу. Ну и здесь все по-старому. Токосъемник у нас а-ля Makita. Пайка довольно неплохая. Так, что у нас здесь? Контроллер. Все залито, как всегда, компаундом. Кондер у нас на 1000, по-моему, микрофарад. 35 вольт, 1000 микрофарад. То есть все как всегда, как обычно. Контроллер имеет свой номер. Вот что уже может говорить о каком-то качестве более-менее, да, а не когда у нас они без номеров, да еще бывает в пластиковом корпусе. Кнопка регулировки оборотов, все в принципе так же, все тоже. Вот я всю начинку уже распаковал, достал. Вот наш статор. Так, на статоре вижу, где померить проводок. На глаз тоже будет миллиметр. Так, 0. И вот здесь вот очень хорошее место, чтобы все это дело промерить. Ну вот, как я и говорил, миллиметр. Проводок миллиметр. А так все как обычно. Провода вот эти вот силиконовые. И все здесь у нас как бы соединено. Движок трехфазный. Кому интересно, меряем статор. И мы помним, что 48, 50, 52 миллиметра. Здесь на вскидку 48. Ну-ка проверяем глаз. Пожалуйста. 48, 45. То есть все по стандарту. По металлу статор у нас 22, грубо говоря. Ну и в принципе все, наверное. Думаю, целиком тут мерить его по пластику нет смысла. Ну, кому интересно, 3303. Вот, друзья, в принципе и вся начинка. Поэтому, как я опять же говорю, ну не вижу я смысла больше ее как бы разбирать, инструмент. Все, пишите. Ну, я собираю и пойдем что-нибудь покрутим. Приступаем к тесту. Перед тестом, друзья, обещал вам показать рукоятку. То есть рукоятка, на мой взгляд, имеет очень хороший зацеп. И прочно держится. Не должна вылететь. Значит, что мы имеем? Как обычно у нас вот здесь вот в уголочке внизу справа ваттметр. Ваттметр снимает другой телефон. Ну а мы с вами будем, так сказать, закручивать глухари. Саморезиками заниматься не будем. Понятное дело, что все это дело будет крутить саморезы. Поэтому глухарь 75/6, глухарь 120/8 и глухарь 200/10. Ну, конечно же, если справится он с этими глухариками. Скрутил я два бруска по 10 сантиметров, то есть 10/10, так как большой деревяшки у меня нет. Вот. Ну и что ж, погнали пробовать, что у нас из этого получится. Итак, первым делом идет глухарь 6 миллиметров. Крутим. Ну, где-то сюда, в краешек закрутим, чтобы не портить особо древесину.
Так, крутим-то крутим. А на чем у нас стоит? Да, будем работать, друзья, на сверлении. На сверлении. Понятное дело, что это глухарик. Хотя давайте усилие 20-ку поставим и шуруповерт. Посмотрим, сколько он, соответственно, его закрутит. Ну что ж, погнали. Трещотка начала срабатывать. У нас не докрутился 75-й 6 диаметров глухарик. Буквально сантиметр. Может сантиметр, там и 2 миллиметра. Ну, попробуем дожать все-таки. Нет, все, никуда не идет. На откручивание. В последний момент все это дело уцепило и открутилось. То есть, видите, налегке такие глухари у нас идут. Итак, 120 на 8. Меняем головочку. Так, в другое место, где-то сюда. Ну что ж, поехали. На трещотке посмотрим, сколько зажмет. Закрутит. Все, на этом все. Сантиметров, наверное, около 4 загнало. Ну а дальше едем уже в режиме сверления. Поехали. Без проблем. До конца, до упора, даже шайбу туда загнал. Вопросов нет. Друзья, токов я, к сожалению, не вижу. Токи будут все прекрасно вам видны где-то сбоку на мониторе. Режим откручивания. Безо всякого напряга все это дело, друзья. Ох ты! У нас открутило. Так, ну и что? Хотела сразу сделать тест динамометрическим ключом, но опять у нас на этих деревяшках, я 100% уверен, покажет где-то 20-30 ньютон и все. Поэтому я думаю, не будем тянуть кота за хвост и показывать всю эту лишнюю ерунду. Лучше посмотреть, вот крутит, не крутит, закручивает, не закручивает. Итак, глухарь 200 мм. Пробуем его впендюрить почти до конца, где-то здесь, чтобы не раскололо. Так, все это дело мы крутим на первой передаче, друзья. Поехали. Все, сработала защита чего? А сработала защита не аккумулятора, так как приборчик-то у нас не выключился, а сработала уже внутренняя защита, то есть сам контроллер отключил наш шуруповерт. Токи вы сами пронаблюдайте, конечно, потому что, опять же, мне отсюда очень далеко и не видно. Пробуем еще попытку. Все, видите, он такими вот рывками, наверное, будет дожимать, пока, как говорится, не дожмет. Просто отлично. Поэтому новая батарея, допустим, если брать ту же ТП-цел, если ее сюда установить, то вы сами понимаете, настроен определенный ток. Дайте я посмотрю, сколько у нас был пик. Пик у нас 89,5 ампер. Вот по ходу на эти 90 ампер наш шуруповерт настроен, и, соответственно, контроллер его обрубает, будь то на каком аккумуляторе. Ну что ж, откручиваем. Так, нет, сейчас мы с вами проверим. Включим режим. Ой, тут я сейчас все поразбрасываю. Вот этот вот кикбэк. И попробую дернуть, что получится на закручивание. Так, ну, наверное, одной рукой. Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. О, не совсем корректно работает. Видите, руку немножко завернул, но отключился. Ох ты, уцепил я телефон, к сожалению, друзья, проводом. Очень это плохо. Ну что, еще разок. Да, руку заворачивает почти на целый оборот, но кнопку я не отпускаю, но в конце концов сработка. Сработка такая, я скажу, не особо, видите, адекватная, но, как ни крути, есть сработка. Все, давайте режим откручивания. Видите, ему тоже тяжело.
у нас прибор не выключился, а опять отрубился сам контроллер шуруповерта. Ну и вот ему стало немножко полегче, и он с легкостью все это дело выкрутил. Надеюсь, хоть что-то вам с ним да понятно, потому что по-другому, друзья, тестировать я просто не знаю и не умею эти шуруповерты. Вот, такие даю нагрузки. Опять же, всем понятно, прекрасно, что такие глухари мы таким вот шуруповертом крутить никак не будем. К сожалению, я не рыбак, но судя по силе, вот по ощущениям, бур он должен потянуть. Не знаю, сколько лунок он сделает, допустим, на родном аккумуляторе, но бур он должен, друзья, потянуть. Ну а теперь попробуем мое знаменитое 50-е сверло, перо. Попробуем что-нибудь продырявить. Поехали смотреть, как он будет себя вести. Так, где-нибудь здесь, наверное. Так, а тут уже дадим вторую скорость. И попробуем на второй скорости. Так, режим у нас сверления. Поехали. Вот, только когда я надавил, он тормознул. А так, если потихоньку, он вообще отлично и бодро сверлит. Сейчас я покажу, какую лунку я просверлил. Вот такая глубина, где-то 2,5 сантиметра. Отлично, в принципе, себе работает. Так, ну и что? У нас остался тест на, собственно говоря, сверление бетона. Вперед на улицу, к моему бордюрному камню. Итак, друзья, в гараже мы занимались тестированием. В гараже у нас было минус 5. На улице сейчас минус 10. Поэтому немножечко надо принять во внимание вот такую температуру для такого аккумулятора. Режим сверления с ударом. Режим сверления с ударом. Ну что, пробуем. Сверло 8 миллиметров. Погнали. Как мы видим, тоже все хорошо и налегке идет. Да, многие говорят, для чего в шуруповерте режим сверления с ударом. Мне, допустим, друзья, нравится. Уже не в одном видео я рассказывал, что если надо где-то повесить дома картину, просверлить, допустим, буквально 2 отверстия в стене, там в бетонной, железобетонной, то не надо нам тянуть перфоратор. У кого-то со шнурком, у кого-то на аккумуляторе он тоже тяжелый, где-то искать. Берем шуруповертик, этих 2, 4, там 6 отверстий можно сделать, да. Но если больше, уже, конечно, надо брать перфоратор. А так все быстро, надежно и удобно. Ну, до 8 миллиметров, я думаю, можно пользоваться вполне себе спокойно. Итак, сегодня на обзоре у нас был вот такой вот шуруповерт Drivac. Вы все видели, друзья, сами. Ничего не скрывал. Все показал как есть. В принципе, шуруповертик имеет право на жизнь. Достойный, мощный. Ну, 150 ньютон, опять же, здесь 100% не будет у такого малыша. Но вот такой вот агрегатик. Все, друзья. До новых встреч, до новых видео. Пока. Всех с наступающим Новым годом. Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.